А мы подошли к последней части нашего расследования. В этой серии мы завершим реконструкцию, пусть в общих чертах, но максимально логично, того, что произошло с группой Дятлова вечером 1 февраля 1959 года. Мы долго шли к этому моменту, скрупулезно и дотошно разбирали документы, протоколы, противоречия, странности, умолчания. И теперь нам осталось разобраться с травмами Дятлова и представить, как прошли последние часы жизни его, Колмогорова и Слободина. Мы попытаемся ответить на главный вопрос, что происходило после того, как они покинули палатку и до того момента, когда их тела нашли поисковики. Для этого нам необходимо проанализировать все факты и полуфакты, все позы, в которых их нашли, погодные условия, рельеф местности и человеческую физиологию в условиях экстремального холода. В общем, сегодня мы попробуем сложить этот последний фрагмент мозаики. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Итак, пару слов об одежде Дятлова. У него был как меховой жилет, так и куртка меховая с замками молния. Они значатся в протоколе осмотра вещей, обнаруженных на месте происшествия. Меховую куртку его видели около палатки. Масленников отметил, что непосредственно от палатки в 10-15 метрах лежали тапки, носки и меховая куртка Дятлова. Тут же лежала штормовка. Впоследствии уточнили, что застрявшая меховая куртка обнаружена в разрыве, расположенном ближе к входу в палатку. Так Масленникову привиделась эта меховая куртка возле палатки, или ее потом поисковики туда спешно засунули. Для нас это не принципиально. Главное, что эта меховая куртка осталась в палатке или около нее. Когда Дятлова нашли, то на нем были такие вещи. Меховая куртка безрукавка, то есть жилет, покрытый хлопчатобумажным материалом синего цвета на темно-сером меху, синий вегоневый свитер, хлопчатобумажная ковбойка с 3 пуговицами, 2 верхние расстегнуты, синяя безрукавка трикотажная, лыжные брюки трикотажные с начесом на резинке, под ними бумазеевые спортивные брюки на резинке, на правой ноге шерстяной белый носок, под ним хлопчатобумажные носки, на левой ноге хлопчатобумажный носок типа гольф. Внешнее повреждение Дятлова. Лицо. Мелкие ссадины на лобных буграх, ссадина на левой надбровной дуге пергаментной плотности, ссадина на верхних веках, пергаментный участок на спинке и кончике носа, ссадины на обоих скулах под сухой коркой, губы синюшно-лиловые, запекшиеся кровью. Это множественные поверхностные контакты лица с жесткой поверхностью. Повреждения, как видим, симметрично расположены по выступающим частям. Они поверхностные, нет ни синяков, ни переломов носа, скул и челюсти. Это все похоже на падение вперед, может даже скольжение лицом по насту или прижатие лица к твердой поверхности. Колени и голени. Ссадины на обоих коленях без кровоизлияния, подлежащие ткани, а значит посмертные. Прижизненные ссадины только в зоне голени. Кисти рук. Тыльная поверхность правой кисти лилово-серая, в области пястно-фаланговых и межфаланговых суставов буро-лиловые участки пергаментной плотности с кровоизлиянием. На левой кисти осаднение 2, 3, 4 пальцев, на ладони поверхностные раны поперечной длине пальцев. Это контакт руками с жесткой поверхностью. Падение с опорой на руки, попытка отталкиваться от чего-то жесткого или защищать лицо. Короче, все это не выглядит как сопротивление. Нет глубоких рваных ран, нет переломов пальцев. Это больше похоже на падение вперед с выставленными руками. Кости у Дятлова все целые, ребра ему не ломали, за шею его тоже не хватали. То есть признаки борьбы отсутствуют. Ссадины все мелкие, типа царапин. Внутреннее исследование. Кости черепа целые, твердая мозговая оболочка полнокровная, мягкая оболочка мутная, набухшая, извилины сглажены, мозг желеобразный. Это отек мозга от нехватки кислорода
переохлаждения, сердечно-сосудистой недостаточности. Также о замерзании свидетельствуют 250 кубических сантиметров жидкой темной крови в области сердца, миокард темно-красный, синюшно-красные легкие с пенистой кровяной жидкостью, слизистая набухшая в желудке, пятна Вишневского, кислый запах, до 1 литра светло-желтой жидкости в мочевом пузыре. В общем, Дятлов, как и Зина, умирал медленно от переохлаждения. Заключение эксперта. Дятлов умер в результате низкой температуры, замерзания, о чем свидетельствует отек мозговых оболочек, резкое полнокровие внутренних органов, переполнение жидкой темной кровью полостей сердца, наличие пятен Вишневского на слизистой желудка, переполнение мочевого пузыря, отморожение пальцев конечностей 3 и 4 степени. При наружном исследовании повреждения в виде осаднений, ссадин и кожных ран причинены тупым орудием, которые могли возникнуть в результате падения или ушиба о камни, лед и прочее. Вышеуказанные повреждения были причинены как при жизни, а также в агональном состоянии и посмертно. По характеру повреждений вышеуказанные повреждения относятся к разряду легких без расстройства здоровья. Данные исследования Дятлова дают основания полагать, что прием пищи у него был за 6-8 часов до момента смерти, наличие алкоголя при исследовании не обнаружено, смерть насильственная, несчастный случай. Конец цитаты. Анализировать тут нечего, все понятно, мы это уже все проходили. Таким образом, мы уже знаем, какие повреждения получили Слободин, Колмогорова и Дятлов, и все они трое скончались от гипотермии. Но не на все повреждения мы обратили внимание. И теперь попытаемся представить, как развивались события с того момента, когда руководителя группы Дятлова и его близких товарищей Колмогорову и Слободина вывели из палатки. Реально это были те люди, с которыми Дятлов не раз ходил в походы. Про Зину это и так понятно, а Слободин это был его правая рука на Алтае. И как видим, Дятлов дробил группу таким образом, что самых верных своих соратников он оставил при себе до последнего. Задание, данное начальничками подчиненным, было, скорее всего, привести оставшихся туристов к кедру. Но, как я говорила, с этими тремя больше всего непоняток. И я просто представлю, как эта картина рисуется мне. Все трое были одеты в 2-3 свитера и 2-3 теплых штанов, обутые, даже в шапочках, но без верхней одежды. При температуре минус 15-20 градусов они в сопровождении чужих дошли до леса, а это около километра. И там их ресурс, видимо, закончился. Слободин в этом криволесье начал сопротивляться, остальным идти дальше не хватало сил. А мы уже понимаем, что по месторасположению тел, по схожести травм, дятловцы отличаются по группам. Те 4 первые в ручье, у них похожие травмы, у 2 под кедром похожие травмы и позы. И у этой последней тройки тоже есть свои особенности. Перечислим эти 6 факторов, которые нам надо сложить в более-менее стройную картину. Во-первых, выражение лиц, как у Зины и Дятлова, таких нет у остальных. На их лицах застыли страдания и ужас. Это от неожиданности происходящего и медленного угасания. Фотки не могу вам показывать, поэтому ищите сами и смотрите. Эти трое не понимали, что происходит. Для них все случилось внезапно. Тут они сидели в палатке, ждали товарищей и горячего ужина, а тут их уже полураздетых на морозе куда-то ведут, и из разговора чужих они осознавали, что это их последний путь. Во-вторых, это прижизненные раны на носу почти одинакового размера. У Дятлова на спинке носа и кончике участок буро-красного цвета пергаментной плотности размеров 2 на 1,5 см. У Колмогоровой на кончике носа ссадина пергаментной плотности размером 2 на 1 см. Спинка носа слегка выгнута. Слободин на кончике носа участок мягких тканей под сухой буро-вишневой коркой размером 1,5 на 1 см.
Может, это от животных, а может, их держали какое-то время лицом в плотный снег. Не знаю, как еще объяснить эти одинаковые небольшие ранки на носу. Поверхность же носа выступает на лице, а у Зины даже спинка носа слегка выгнута. Это что-то такое, что произошло с ними со всеми одновременно. В-третьих, их странные позы. У всех руки напряженно приподняты над собой. Они лежат спокойно вдоль тела, а ноги вывернуты. Читаем в актах. Слободин. Голова несколько откинута кзади. Подбородок вперед и кверху. Правая рука в правом плечевом суставе несколько отведена, согнута под прямым углом в локтевом суставе, пальцы сжаты в кулак, левая рука оттянута назад в сторону, разогнута в локтевом суставе, правая нога согнута в тазобедренном суставе под углом 120 градусов и в коленном суставе под прямым углом. Левая нога согнута в тазобедренном суставе под прямым углом и в коленном суставе под углом 60 градусов. Обе ноги соприкасаются между собой в области внутренней поверхности, нижней части бедра и нижней трети голени. Конец цитаты. Тут непонятен один момент. Судя по фото, голова Слободина наоборот наклонена немного вперед, от затылка до стола несколько сантиметров. А эксперт пишет, что голова откинута кзади. Далее Колмогорова. Обе верхние конечности согнуты в локтевых суставах, левая нижняя конечность более разогнута в коленном и тазобедренном суставе. Обе конечности соединены вместе и соприкасаются в области нижней трети правой голени и внутренней поверхности левого коленного сустава. Пальцы стоп вытянуты и опущены к низу. Дятлов. Руки отведены в плечевых суставах, предплечья согнуты в локтевых суставах и находятся в горизонтальном положении. Пальцы кистей согнуты в кулаки и находятся на груди. Голова откинута слегка кзади, ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах, пальцы стоп обращены вовнутрь и соприкасаются между собой большими пальцами. То есть у всех троих согнутые в локтях руки, сжатые кулаки, колени под прямым углом, причем в нижней трети голени ноги соприкасаются между собой. Это та поза, в которой они находились в фазе агонии при низкой температуре тела. Дело в том, что окоченение на морозе имеет свои особенности. Если в тепле ригидность тела наступает через 2-4 часа после смерти, то на сильном холоде она развивается медленнее, но сохраняется значительно дольше. И она так и называется холодовое окоченение. При температуре около 0 градусов Цельсия и ниже жидкость и белки замерзают, что делает тело твердым. Вот это холодовое окоченение и зафиксировало позы Дятлова, Колмогоровой и Слободина в последние минуты их жизни. В-четвертых, посмертные пятна расположены так, что только у Дятлова они совпадают с той позой, в которой его нашли. У Слободина и Колмогоровой они расположены на задней поверхности туловища. В-пятых, это опоясывающие ссадины и осаднения у Дятлова и Колмогоровой. Колмогорова в области поясницы, правой боковой поверхности туловища, правой половины живота, осаднение кожи ярко-красного цвета в виде полосы размером 29 на 6 см. Дятлов в области левого голеностопного сустава на передней боковой и задней поверхностях, в областях обеих лодыжек ссадины буро-красного цвета, вдавленные над поверхностью кожи, а также и на уровне кожи размером 1 на 1,5 см до 3 на 2,5 см с кровоизлиянием, подлежащие мягкие ткани. Тут нарисовали на руках, но в акте я этого не нашла. В-шестых, расположение тел. Из протокола осмотра места происшествия, которые составляли Тимпалов и Масленников. В этом же районе, в юго-западном направлении от Кедра, на расстоянии 400 метров, обнаружен Дятлов, лежащий животом вверх. Ноги слегка согнуты в коленях, руки прижаты к груди. Левая рука в локте опирается на ветку березы, голова строго за стволом березы в 5-7 сантиметрах. На лице и под подбородком наледь. В этом же районе, строго в юго-западном направлении, на склоне высоты
1079 на расстоянии 500 метров от Дятлова обнаружена Колмогорова в снегу под пластом твердого фирнового снега. Поблизости в радиусе на расстоянии 70 метров нет ни одного дерева. Тело лежит головой в том же направлении, как и предыдущие тела, лицом к земле на правом боку. Руки согнуты, находятся под телом, обе ноги полусогнуты, правая подтянута к животу. Создается впечатление, что человек карабкался в гору. Лицо в крови, на спине около поясницы ссадины, выступила кровь. Можно предположить о том, что Колмогорова, согласно расположению тела, старалась не карабкаться на гору, а удерживаться на месте. Поясняем. Фирновый – это твердый, крупнозернистый плотный снег, который образуется от частого замерзания и оттаивания и постепенно превращается в лед. Фирн переводится как прошлогодний, старый. Это промежуточная стадия между снегом и льдом. Поверхность фирна может быть покрыта более плотной коркой наста. И понятно, что фирновый снег, если прошлогодний, то он не может лежать над телом, а только под телом. По свидетельству Аксельрода, у Слободина под коленями, грудью находился слой полульда, полуснега, толщиной около 70-80 мм. А вот это может быть фирновый снег, который образовался до того, как Слободин на нем очутился. Масленников отмечает, тело Слободина находилось на середине пути между Дятловым и Колмогоровой, а точнее в 150 метрах от Колмогоровой и в 180 метрах от Дятлова. Все обнаруженные тела лежали по строгой прямой между палаткой и кедром под некоторым углом к лощине. По словам Атманаки, тело Слободина примерно в 1000 метрах от палатки. Головой был направлен в сторону палатки, похоже, что полз или шел вверх по склону. И многие отмечали, что Слободин и Колмогорова лежали лицами вниз в динамических позах. И у всех создалось впечатление, что они карабкались в гору к палатке. Но на самом деле их тела просто перевернули после смерти. Потому как теперь нам понятно, что в состоянии ригидности они никуда ползти не могли. И если взять все в совокупности, вот эти 6 факторов, которые мы перечислили выше, то представляется такая картина. Именно в Криволесье и разыгралась эта драма. Слободина пришлось оглушить. А что делать? Опять нештатная ситуация. Надо доложить начальству. Потому что Слободин после получения черепно-мозговой травмы просто уселся на снег, склонил голову и обхватил колени руками. Поблизости, в радиусе на расстоянии 70 метров, нет ни одного дерева, как указал Масленников. Тогда Зину, чтобы остальные не то чтобы не убежали, бежать им некуда, они расползлись, ее привязали к чему-то. Чтобы ее не искать, вдруг начальству она понадобится. А к чему еще там можно было ее привязать? К дереву какому-то ближайшему и не сильно толстому. Полоса осаднения по пояснице и боковой поверхности Колмогоровой 29 на 6 сантиметров. Ярко-красная, линейная. Случайное падение такой полосы не даст. Это контакт с твердым предметом в течение какого-то времени. Очень похоже на прижим, фиксацию. Эта широкая полоса, четко очерченная, отпечаталась на боку, пояснице и части живота. Если Зину привязали лицом к дереву, то руки ее согнуты, потому что ей ничего не оставалось, как обнять это дерево. И носом может в него упираться. Но большая вероятность, что ее привязали спиной к дереву, потому что пояс или ремень не бесконечный. 6 сантиметров – это или широкий ремень, или армейский пояс, или широкая тесьма. Могла ли эта полоса появиться через 2 свитера? Могла, если ремень был сильно затянут, а Зина пыталась активно двигаться в попытке освободиться, тогда одежда под ремнем сдвинулась, а давление было длительное. При движении туловища ремень работает как абразив.
Свитер сжимается, при трении появляется яркое осаднение в одной стороне, там, где свитер сдвинулся в ту сторону, в которую Зина пыталась двигаться. 29 сантиметров – это практически полуобхват талии. И свитер точно сдвинулся, потому что даже поисковики видели это осаднение и на нем остатки крови. Почему осаднение образовалось с одной стороны? Если Зина сидела спиной к дереву, то задняя часть ремня была прижата к стволу, передняя более свободная, и при движениях Зина смещалась вправо-влево. Получается, что она пыталась высвободиться, больше работая правой стороной. Это объясняет все. И почему с одной стороны и длинную полосу, и прижизненный характер, и даже выражение страдания на ее лице. Яркий цвет осаднения означает, что происходило это при абсолютно еще нормальном кровообращении. Зина была жива, достаточно активна. Если бы она уже замерзала, то цвет полосы этой был бы бледно-бурый. Сколько времени Зина могла находиться в таком положении, чтобы образовалась вот такая площадь осаднения? 10-20 минут активного трения уже достаточно, а 20-40 даст именно такую площадь. Больше часа повреждение было бы глубже, с синяками по всему периметру. Но у нее и сил бы не хватило на морозе так долго двигаться. Поэтому это длилось примерно 15-30 минут. Что же до Дятлова, то ему просто связали ноги веревкой примерно 5 мм диаметром. Сделав дело, все эти исполнители подчиненные пошли к настилу докладывать начальству, что эти трое там сидят полураздетые на снегу, никуда они теперь не расползутся, потому что одна привязана к дереву, другой сидит оглушенный, у третьего связаны ноги. В палатке больше никого нет, можно собираться и уходить. Но оставить туристов связанными нельзя, естественно. Перед уходом начальство кого-то послало развязать Дятлова и Колмогорову, собрать всю обувь, отнести в палатку и аккуратно там ее поставить. Зачем? Это очевидно, чтобы оставить впечатление, что все туристы передрались, те, кто помер в валенках, повыгоняли босых товарищей из палатки, потом побежали за ними, а возле кедра конфликт перешел в завершающую стадию. От полученных травм все позамерзали. Про разрезанную палатку начальнички могли и не знать. Дятлова и Колмогоров развязали, веревку и пояс забрали с собою, это улики, и убедиться, что даже если туристы полуживые, то уже никуда не денутся. Когда с Дятлова снимали ботинки, то он упал на спину, а потом схватился рукой за ветку. Слободин все так же сидел в полусознании, и когда с него снимали валенки, то он тоже упал на спину, а вот второй валенок стащить не удалось, потому что он примерз к ноге. Вспомним о влажных носках Рустема после дневного перехода. И тогда валенок оставили на нем. Тоже с Зиной. Когда с нее снимали ботинки, она легла на спину, но холодовое окоченение уже зафиксировало как ее позу, так и позы ее товарищей. И именно потому у всех троих позы такие, что ригидность наступила в состоянии, когда они сидели на снегу, обнимая дерево или колени. Сядьте на пол одетым в 3 свитера, и вы поймете, что чтобы удержать позу, вам надо обнять колени, а если на морозе, то такая позиция еще и согревает. Все это представляется, исходя из собранных фактов и описаний, но у нас есть показания Андросова. В интервью Пискаревой он рассказал то, что ему поведал Пашин. Цитирую. Он первый нашел в лесу парня с девушкой. Здесь, под этим кедром, нашел 2 тела, мужчины и женщины. Как он говорил, они сидели на корточках. У одного спички в руках, у другого сухие веточки. Они так и замерзли, борясь за свою жизнь. Замерзли, глядя в глаза друг другу. Можно было бы проигнорировать эти слова Пашина, как дятловеды и сделали. Но откуда Пашин мог знать о вывернутых ногах Дятлова и Колмогоровой? Откуда ему было известно, что они замерзли в таких позах, как будто бы сидели на стуле? А в состоянии холодного окоченения вполне возможно прислонить тело к дереву, и оно будет казаться сидящим на корточках. Пискарева засомневалась. Не хочу спорить, но Пашину Ивану Васильевичу я верю. Тогда получается, что или Дятлова и Колмогорову действительно довели до кедра, а потом тела их перемещали.
Или Андросов недопонял что-то и ошибся с деревом, и прислонили ребят не у кедра, а к тому дереву, что в 70 метрах. Когда-нибудь кто-то придет сюда со свежим взглядом, послушает все это и может представить нам более реальную картину. И если он совместит эти 6 факторов со словами Пашина, то это будет чертов гений. Потому что мне не нравится в версии Пашина такой момент. Если все произошло у кедра, то кому это понадобилось перемещать тела Дятлова и Колмогоровой так далеко, аж на 400 метров? И зачем? Что это значит физически перетащить 2 тела на 500 метров ночью в снегу на морозе? Вес каждого тела приблизительно 70 килограмм, а неживое оно не помогает, не держит равновесие и ощущается на 20-30% тяжелее. Тем более, если тянуть его или нести по рыхлому насту глубиной 20-40 см вверх по неровному склону. Это мега энергозатратно. Сколько для этого нужно людей? Минимум 5-6 человек. Или многоразовые рейсы. Опять же в условиях холодрыги. Да еще в таких позах. Причем, если бы тела тянули, то руки ребят вытянулись бы, а ноги разошлись в голенях. Но описанные позы Дятлова, Слободина и Колмогоровой выглядят как финальная фаза замерзания, которая сформировалась незадолго или во время умирания, а не после транспортировки. И самое слабое место версии перетаскивания тел – это вопрос «зачем?». Если есть группа людей, способных грамотно контролировать ситуацию, ждать, пока туристы замерзнут, то зачем им это нужно перетаскивать тела на полкилометра, тратить на это время и силы? Единственное, более-менее логическое действие – это перевернуть тело, осмотреть, снять что-то, проверить. Это несложно и занимает минуты. И не нужно на это бригаду носильщиков. Практический смысл от перемещения тел очень сомнительный. Более убедительной выглядит картина, что все дятловцы умерли примерно там, где они были найдены. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Итак, наше расследование завершилось. Мы получили общее представление о том, что произошло с группой Дятлова вечером 1 февраля 1959 года. Мы проанализировали травмы ребят, при помощи логики сопоставили факты и полуфакты. Мы исходили из понимания, что случайности стихии не оставляют после себя цепочку таких последовательных и рациональных решений. А рациональность действий чужих проявляется в деталях, в отсутствии хаотичности и сумбурности. Они не рылись лихорадочно в вещах туристов, не рассчитывали на то, что ветер, снег и время полностью уничтожат их следы, а наоборот поступали так, будто понимали, какие-то мелкие улики все равно останутся, но они должны вписываться в более-менее правдоподобный сценарий. И вот они собирают свои манатки и покидают место преступления быстро и организованно. Нельзя сказать, чтобы чувствовали они себя при этом ровно, потому что любой человек, совершивший подобное, понимает, все может вскрыться. Страх и неопределенность в таких случаях присутствуют всегда. Но главное, они выиграли время, а время – это ключевой ресурс в любой подобной истории. Время на исчезновение улик, время, чтобы все утрясти и замести следы. Они рассчитывали на дни, может, недели, но не подозревали, что времени у них теперь валом. Даже надоест ждать.